Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Уже 9 мая, уже время, когда устанавливается тепло, хотя еще пару дней будет ночью холодно, и мы в теплице еще пленку оставляем, вот эту вторую пленку, чтобы на ночь их прикрывать, чтобы было тепло. Но вот эти 4 помидора, которые, кстати, и остальные тоже уже требуют уже подвязки. И вы просите, те, кто только приехал жить в сельскую местность, нету ни магазинов, нету никаких условий, подсказывать вам не только то, что можно купить в магазине, что можно использовать для подвязки, но и что можно из подручных средств использовать. Ну вот смотрите, я начинаю подвязку. Обычно я делаю вот с такими подвязочками, покупаю их, но не все могут их купить, поэтому я возвращаюсь и показываю к тому, что я использовала раньше. Ткани всегда есть какие-то старые, но они должны быть плотные. Надо вот порезать, вот смотрите, должна быть широкая ткань, ни в коем случае не нитка, ни жгут какой-то, ни сама вот такая вот эта подвязочная. Кстати, вот это покупайте подороже, находите, потому что я купила дешевую, и у меня через неделю она вся свалилась, перегорела. И вот нарезала ткани сантиметров 20. Вот такая она должна быть. Да, кстати, черные не любят помидоры, любят только яркое, красивое. Кстати, красненькое тоже очень любят. Вот. И завязываю. Сейчас я вам покажу изначально, что я делала. Значит, мне надо подготовить вначале кустик. Что для этого мне надо? Я использую снова же, смотрите, у меня марганцовка есть. Если у вас марганцовки нет, пишите. Перекись водорода в любой аптеке есть. Не разводите, просто-напросто открываете и сюда ножницы отправляете и используете для обрезки листьев. Сейчас нужно сделать очень важные операции. Сейчас у нас время огня, и можно спокойно провести операции, тем более, что новолуние. Значит, смотрите, я формирую, я высаживала их на расстоянии 50 сантиметров друг от дружки, для того, чтобы сформировать вилочку, и больше было им воздуха. Поэтому вот эти пасынки, которые здесь у нас образовались, вот так вот я их обламываю. Кстати, можете себе для размножения тоже посадить их, они хорошо укореняются. Далее я беру и обрезаю нижние листья, вот, те, которые вот ложатся на землю. Вот, здесь получается у меня тоже, что они достают земли. Скоро будет подкормка, полив, поэтому вот таким образом. И здесь главное, чтобы не было соприкосновения с землей. Вот это очень важно. Так, смотрите, вилочка у меня есть. Видно хорошо, да? Вот она вилочка. 2 побега. Значит, на этих побегах я уже тоже убираю пасынки. Ну, к подвязке этот томатик у нас готов. Что теперь делаю? У меня специально здесь муж сделал вот такую вещь. Ну, у нас, во-первых, каркас очень сильный. И здесь стальная эта проволока, да? Стальная. Стальная. Вот проволока на 2 вот этих. Вот так вот гуза. И сразу же завязываю. Это можно делать отдельно себе, высчитать сколько нужно. Я вот такие завязочки делаю. Это для тканей, для того, чтобы потом привязывать. На расстоянии где-то 15 сантиметров. Вот. И вот так. Вот. Да, кстати, еще раз показываю, потому что у нас есть видео по завязке, как завязывать. Еще раз показываю, да, чтобы видно было. Беру вот так вот, видите, кольцо, да, ниточку, и завязываю. Это один из видов морских узлов. Шикарно держится, и фиксирую его. Здесь старайтесь сделать где-то диаметр сантиметр-полтора. Ну, сантиметра как раз хорошо. И вот так до самого помидора. Уже когда это наловчишься, я, правда, уже забыла немножко. Сейчас вот один помидор завязываю. Пусть это будет медленно, но зато это вы себе потом... Сейчас жарко, а потом еще жарче будет. И я вот таким образом завязываю. Я пробовала разные способы подвязки томатов. Это что угодно было. И закрючивание, и какие-то были штыри. Но сразу скажу, что мне вот это больше всего понравилось. Вверху это будет много помидоров. Так,
как здесь фиксировать. Одну из веревок, смотрите, вилочка, значит 2 веревки на 1 томат. Одну я обязательно должна снизу зафиксировать, вот где-то вот здесь. Поэтому я здесь вижу, что мне больше не надо там сверху. Вот здесь я беру и завязываю. Ножницы, сказал хирург. Так, и теперь вот сюда, в это, видите, как хорошо, легко. У нас диаметр сантиметра, меньше не делайте. Просто потренируйтесь, когда будете готовиться к этому делу. Затянули и пошли вниз. Вот здесь легонечко завязываю. Вот таким образом. И делаю вот такой вот легенько, такую вот завязочку. И получается, что у вас свободно будет расти дальше стебель. Не будет перекрытия сока питания. Далее идет у нас следующее. Вот здесь тоже пасынок. Убираю везде пасынки, потому что вся энергия сейчас пойдет на пасынки. И вот это важный момент. Не вот так, а вот эту веревочку. Смотрите, веревочку, вот она должна быть поближе к растению. Вот здесь снова же завязываю. Вот. И снова бантик. О! Это у нас одна сторона. Это весь томат привязан. Но теперь мне нужно еще эту вилочку. Значит, я беру, смотрите, наверх идем, рядышком завязываю здесь вот. На 2 гудзика, как бабушка говорила. Завяжи на 2 гудзика. Вот, оно нормально будет держаться. 10 килограмм, 15 выдерживает. Потому что и растение будет, и будут постоянно вязать. Это высокоурожайные сорта томатов. Мы уже их испытывали, мне очень они нравятся. Вот здесь Белфорд, Мэйшуай, Фенда. Вот. И они уже проверены у нас в этой теплице. Им здесь очень нравится. И вот эти томаты, вот смотрите, еще раз медленно показываю, да? То непонятно. Вот. И вот этот узелочек затягиваю. Вот. Теперь смотрю, где мне нужно. Вот мне надо ниже листа. Здесь вот. Так, натянула еще, проверила. Будут свободные. Не надо вот это делать, чтобы вот строго вот какой-то стержень ставят иногда. Чтобы строго было именно помидор шел по этому строгому стержню. Просто-напросто очень хорошо, когда томаты свободно себя чувствуют, но немножечко где-то в сторону пойдет. Я потом регулирую вот этот сверху на проволоке, можно ехать туда-сюда. Вот смотрите, кстати, можно вот таким образом даже сделать завязочку томатику. Вот легонечко, не перекрываем. Почему я делаю вот с бантиком? Когда, допустим, мне нужно переставить, здесь, допустим, мне уже не надо, я беру бантик, сняла, легко развязала. Вот. Иногда не хватает даже бантика, летом уже жара, и когда много урожая, здесь уже урожай собрала, я легонько бантик сняла и пошла вверх, переставила его. Но в данном случае я вот этот бантик сейчас оставляю, потому что уже будут падать. Будут падать, потому что уже помидоры вяжут. Тем более собираемся их подкормить, полить. Вот смотрите, вот он, прекрасный томатик. Он уже теперь, да, свободно. Вот. Кстати, можно вот здесь, смотрите, вверху, чем хорошо вот эта проволока, можно потом регулировать чуть-чуть, вот натяжку делаю, вот так вот. Вот таким образом оно регулируется. И вот уже 2 томата у нас. Здесь просто не так удобно, но тоже можно на этой трубе. Вот. И эта тяжесть будет все время находиться, и он будет вот таким образом себе даже танцевать. Кстати, томаты очень любят музыку веселую, хорошее настроение. Не заходите с плохим настроением к томатам и вообще ко всем растениям. Ну что ж, Раиса Гориченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы. Как более просто использовать для подвязки, для выращивания томатов, других овощей вот эти все материалы, которые есть под руками. Подручные средства используем. Ну, а мы дальше будем сейчас. Вот это у нас 4 томата, которые были в больших горшках. Они вяжут. И их нужно обязательно. Вот снова же марганцовочка. Вот теперь я могу. Видите, сколько
времени было, я его не обрезала. Достаточно. Вот те, которые у меня по земле хотят ходить. Так, вот это тоже убираю сразу. Я еще раз напоминаю, что один из агрономов и пчеловодов одновременно учил меня. Лист живет 30 дней, затем он уже не дает пользы растению, все питательные вещества идут выше, и поэтому лист через месяц нужно убирать. Ну и дать возможность, чтобы питательные соки шли уже на молодые, на плоды, на новые листья. Вот такая сегодня важная тема. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Вопросы задавайте, будем обсуждать, будем снова же подсказывать, что и как делать. Далее у нас очень интересные агрооперации будут. Ну а мы прощаемся до следующего видео. Пока-пока.